Всем привет! Добро пожаловать на канал Вяжу с Инессой. И сегодня мы будем с вами вязать вот такой красивый белый комбинезон на ребеночка. По моим мерочкам и расчетам вы сможете связать практически на любой возраст такой комбинезончик. Итак, чтобы связать комбинезон, нам понадобится, во-первых, пряжа. Я буду использовать пряжу Alizé Lana Gold Classic. Это у нас полушерсть, 240 метров в 100 граммах. То есть вы можете, допустим, присмотреть такую же пряжу с таким же метражом. Крючок у меня 5,5. И для того, чтобы начать вязание, нам надо сделать расчет. Я буду пользоваться таблицей, стандартной таблицей, которую я нашла. Но одна рукодельница посоветовала именно эту таблицу и сказала, что размеры, которые на ней указаны, подходят для того, чтобы связать наш комбинезон. Но я еще сняла дополнительные мерки, это объем груди. Я его нашла в интернете. Для детей до 3 месяцев это 46 сантиметров примерно. И объем шеи у деток маленьких он меньше, чем 25 сантиметров, но я взяла с запасом. Итак, для того, чтобы начать вязать комбинезон, будем делать расчет. Предварительно я связала образец. У меня на 10 сантиметрах получалось 15 петель. Мы будем делать реглан сверху, поэтому мы считаем, что 25 сантиметров это х петель. Соответственно, умножаем и получаем, что х у нас будет равен 37 петель с половиной. Мы округляем до 40 петель примерно. И теперь каким образом будем делать расчет петель? При вязании реглана столбиками без накида или столбиками с накидом есть два способа расчета. То есть есть способ деления на 5, есть способ деления на 3. Я вам сейчас объясню оба, но мне больше нравится метод деления на 5. Я начну с него, а потом расскажу про метод деления на 3. То есть смотрите, мы рассчитали, что нам надо сделать 40 петель. Плюс 4 петли. Вот у нас будут здесь, то есть мы их делаем. Нам нужно такое число, которое будет делиться на 5. То есть смотрите, 40 петель мы делим на 5, получается 8 петель. 8 петель у нас будет вот здесь, где у нас будут рукава. А те остальные 3 части, что у нас осталось, то есть 2 части у нас пойдут на рукава, а 3 части, то есть 24 петли у нас пойдет наперед и назад, скажем так, нашего комбинезончика. И вот где у нас в районе будет разрез, надо поделить 6 и 6, получается петель. То есть 12 здесь, 12 здесь. Но каким образом мы будем работать? Я предварительно связала уже кусочек нашего реглана. Я вам сейчас покажу и объясню, каким образом я хочу сделать. Вот смотрите. Вот начало нашего комбинезончика. Я хотела, чтобы у него были петельки. То есть вот петелечки, вот у нас будет еще одна петелечка. То есть смотрите, я его хотела сделать вот таким вот нахлест. Для того, чтобы сделать его внахлест, вы, конечно, можете сделать чуть-чуть поменьше. Это ваш выбор. Каким образом я вязала? То есть 12 петель у нас будет здесь по нашим расчетам, 8 здесь, 8 здесь. И так как я хочу сделать пуговицы, то есть хочу сделать планку для пуговиц, я буду вязать 11 петель, скажем так, с этой стороны и 11 с этой. Всего 54 петли. Теперь я вам хочу рассказать про расчет петель, если мы будем делить все количество петель на 3. То есть каким образом мы работаем? Вот, допустим, мы здесь сделали расчет. У нас получилось 37 петель с половиной. Мы можем это число округлить до 36 петель. Мы эти 36 петель делим на 3. То есть у нас получается по 12 петель. У нас 12 петель пойдут сюда, 12 сюда. И получается третье число 12 мы делим на 2. Получается 6 сюда, 6 сюда. Вот таким образом делается расчет. Но лично мне нравится больше расчет, когда мы делим на 5. И вот именно таким образом я и буду вязать. Что нам еще понадобится? Вам нужны будут 4 маркера, но я вместо маркеров использую вот такие ниточки. Вот если вы обратите внимание на мою кокетку, вот, мне ниточка служит маркером, мне они намного удобнее, чем обычный маркер.
Сейчас я вам покажу, каким образом мы будем вязать. Мы набираем цепочку из воздушных петель, а точнее 54 петли. Я наберу и потом покажу, как мы будем делать дальше. То есть вы набираете нужное количество вам петель. Цепочка набрана. Теперь продолжаем наше вязание. Смотрим на нашу схему. То есть сначала у нас должно быть 11 воздушных петель. Мы их провязываем. То есть смотрите, делаем первую петлю подъема. И уже не в эту петлю, а в следующую вводим крючок. Это уже считается 2 петли. 3. Мы провязали 11 петель. И в 12-ю петелечку мы делаем 3 столбика без накида. 1. И когда мы будем провязывать второй, берем первый наш маркер, а точнее ниточку, ставим ее вот сверху на ниточку, рабочую нить. Это в эту же петлю. Второй столбик и третий. После этого мы провязываем 8 петель. Опять же, вот мы провязали 8, в 9-ю мы вводим, делаем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый. Когда мы делаем второй, мы берем маркер, ну, либо ниточку, как вам удобнее. 2. И в это же делаем третий. Продолжаем наше вязание, то есть сейчас нам нужно провязать 12 столбиков без накида. Мы провязали 12 и в следующую петелечку делаем 3 столбика без накида. И опять используем маркер. Для чего именно вот таким образом я делаю? Для того, чтобы у нас не было видно прибавок. Так, теперь мы делаем опять 8. Сначала один делаем, на второй мы ставим маркер.
И последний у нас должно получиться 11 столбиков без накида. У меня получилось 12, но это, скорее всего, я допустила небольшую ошибку. Но, в принципе, это можно исправить. Вот смотрите, каким образом. Немножко мы можем здесь развязать узелочек. И очень легко вот таким вот образом пустить ниточку. Все. Что вам хотелось сказать? Некоторые используют вместо прибавок не 3, допустим, столбика без накида, а 2 столбика без накида и между ними одну воздушную петлю. Таким образом тоже можно делать, но мне не нравится этот метод, потому что видна, скажем так, дырочка будет видна. А в этом методе у вас там никаких дырочек не будет видно и прибавочек почти видно не будет. То есть мы делаем прибавки через ряд. То есть в этом ряду мы сделали прибавки, это получается первый ряд. Во втором ряду, то есть в четных рядах, мы прибавок делать не будем. То есть второй ряд мы делаем первую петлю подъема, разворачиваем вязание вот в эту петельку. Это считается, что вот первая петля подъема пошла сюда. То есть мы уже делаем столбик без накида в следующую петлю, во вторую. И вот таким вот образом целый ряд провязываем без прибавок. Единственное, где у нас были маркеры, в эти же столбики мы эти маркеры и ставим. То есть я вам сейчас покажу. Вот мы дошли до того места, где у нас наша ниточка. Мы ниточку перекидываем. Перекинули. И аккуратненько, вот видите, чтобы провязываем. Все, мы маркер наш, получается, передвинули на следующий ряд. И вот таким вот образом вяжем до конца ряда. Я довязала не до конца ряда, а оставила 2 петли, чтобы показать вам, каким образом закончить надо. Вот мы не довязали 2 столбика без накида. Вот предпоследняя петля, мы провязываем столбик без накида, а последняя петля у нас выглядит не очень красиво. Это у нас была первая петля подъема. Она выглядит не совсем похожая на петлю. Мы аккуратненько вдеваем крючок и стараемся захватить 2 ниточки из этой петелечки подъема. Если мы захватим только одну, а ее удобнее одну захватить и провяжем, впоследствии у нас останется такая дырочка не очень красивая. Во избежание вот такого стоит захватить 2 ниточки. Это мы провязали ряд без прибавок. Далее, вот следующий ряд у нас получается 3. В нем будут прибавочки. И где будут прибавочки? В той петле, в том столбике, который помечен маркером. То есть тот, который помечен маркером, там у нас прибавочки. Сразу же хотелось бы вам показать, как делать петелечки для пуговиц. Комбинезончик будет с пуговками. Для этого надо сделать такие небольшие отверстия для пуговиц. Хотелось бы вам показать. Вот это отверстие у меня будет сделано в 5 ряду. Но я вам покажу в 3, к примеру. То есть вы можете их делать ниже, выше, как хотите. Опять первая петля подъема. Во вторую мы вводим крючок, делаем еще 2 столбика. То есть получается у нас их 3 считаем.
делаем 2 воздушные петли. Здесь 2 столбика пропускаем и в третий вводим крючок. И вот таким вот образом у нас формируется петля. Мы идем дальше. Довязываем до нашего маркера, до помеченного столбика. И в этот столбик, как и в предыдущем ряду, мы делаем 3 столбика с одним накидом. Когда мы будем делать второй, мы его помечаем маркером. 2, 3. Провязываем дальше. Мы опять дошли до нашего маркера. И вот в этом столбике мы делаем 3 столбика в одну петельку. Так. Вот мы второй опять помечаем маркером. И вот таким образом у нас формируются такие грани. Аналогично вяжем до конца ряда. Встречаемся в конце. Я довязала почти до самого конца, и как вы видите, опять осталось 2 петелечки. Я вам еще раз покажу. Предпоследняя петелька. И вот последняя, она такая не очень, скажем так, красивая. Это была у нас петля подъема. Провязываем. Следующий ряд мы вяжем опять без прибавок. Просто перекидываем маркер в ту петлю, которая у нас будет здесь, в этот столбичек, который мы будем провязывать. Сюда перекидываем наш маркер и вяжем дальше. То есть мы делаем прибавки в нечетных рядах. В нечетных рядах. Когда мы провязываем, дойдем до нашей петелечки, где у нас были 2 воздушные петли, здесь просто провязываем 2 столбика без накида и идем дальше. У вас возникнет вопрос, сколько мы рядов будем вязать. Здесь нам надо опираться на наши размеры. Вообще в идеале надо знать вот эту ширину, то есть вот это расстояние. Но, к сожалению, у нас его нет, мы будем опираться на схему, которая говорит, что в комбинезонах 3-месячных детей вот это расстояние должно быть 12 сантиметров. Я предварительно связала нашу кокетку. Вот я связала. Измеряем сантиметров. У нас как раз здесь получается 12 сантиметров. Но объем груди нужный нам 46 сантиметров. Я, к сожалению, вот здесь вот не поделила на 2. То есть здесь у нас будет 23 сантиметра. У нас должна быть вот эта ширина. Вот давайте мы измерим. То есть я не знаю, как вы вяжете, я не знаю, сколько у вас получится рядов. Но вот здесь у нас получается 21 сантиметр. То есть я обращу внимание, здесь у нас мы достигли нужного размера, который нам нужен. А в объеме груди еще маленькая кокетка. Каким образом теперь мы будем вязать? Сейчас я вам покажу. Вот мы вяжем, доходим до наших маркеров. Вот в предыдущем ряду у меня были прибавки, это видно, вот здесь 3 столбика в одну петлю. То есть этот весь ряд мы вяжем без прибавок. Я свяжу уже и покажу вам дальше, как в последующих рядах мы будем делать прибавки. Вот хотела вам показать, у меня как раз в этом ряду я собираюсь сделать петелечку, мы дошли до 2 воздушных петель и просто провязываем 2 столбика без накида и 3 петелечки. То есть как у нас там было 3 от края, так и здесь, в этом ряду. Кстати, вот этот ряд, что я провязана, он у меня 20-й. То есть первая петля у нас была в 5-м ряду,
вторая в 19 ряду мы ее делали. Мы провязали целый ряд без прибавок. Теперь смотрите, каким образом мы работаем. Вот наша кокетка. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Наша кокетка. Нам нужно, чтобы вот в районе груди шло увеличение петель, да, то есть как бы вот здесь в груди было пошире. А вот здесь уже нам добиваться увеличения не надо. То есть каким образом мы будем делать прибавки? С этой стороны мы прибавки будем делать, а где у нас будут рукава, мы прибавок делать не будем. То есть смотрите, как мы вяжем. Первая петля подъема, разворачиваем наше вязание и вяжем. Мы дошли до нашего маркера. Мы делаем один столбик с накидом в эту петлю, перекидываем, делаем второй столбик без накида, а третий мы делать не будем, потому что если мы его сделаем, получается в рукаве будет прибавка. То есть мы не делаем и вяжем следующую петелечку. Следующий столбик мы провязываем. Довязываем до конца нашего рукава, дойдем до маркера. Вот, мы дошли до маркера. Мы сейчас должны были делать столбик без накида в эту петлю первый. Но мы его делать не будем, потому что мы не хотим увеличивать количество петель в рукаве. Мы сразу перекидываем маркер, делаем первый столбик и второй без накида, потому что это у нас будет в районе груди, вернее в районе спины. Да, то есть с этой стороны мы делаем прибавки, в районе рукавов мы не делаем. То есть аналогично делаем в последующих рядах и встречаемся в конце ряда. Я довязала до конца нашего ряда. И теперь давайте посмотрим. У нас получается здесь 22 сантиметра. Я думаю, что вот 22 сантиметра. Я думаю, что если мы провяжем следующий ряд, мы как раз добьемся нужных нам 23 сантиметров. То есть следующий ряд мы провязываем без прибавочек. Вот если вы обратите внимание, то есть вы скажете, что все-таки здесь увеличивается расстояние, то есть для чего нам, получается, не надо было делать здесь прибавочек. Если бы мы прибавки делали, да, здесь расстояние выросло, в этом нет ничего страшного, просто как бы у ребеночка будет вот здесь вот немножко шире, более широкое место для того, чтобы ребенок мог просунуть ручку. Но сам рукав не будет слишком широкий. То есть не будет сам рукав объемный. Все-таки до 3 месяцев ручки маленькие у деток. То есть следующий ряд мы провязываем
без прибавочек и встречаемся в конце ряда. Итак, я довязала ряд до конца и начала даже следующий вязать, чтобы быстрее вам показать. То есть вот я начала его вязать и почти довязала до нашего маркера. Очень важно здесь расположить правильно нашу планочку для пуговиц. Это очень важно, чтобы мы случайно не перепутали. Вот здесь у нас получается таким образом мы располагаем, потому что у нас это будет комбинезончик на девочку. То есть надо расположить так, как будут у нас застегиваться пуговки. Вот мы вяжем столбиками без накида до нашего маркера. Провязываем столбик там, где у нас маркер. И следующая петля у нас будет в столбик, где у нас еще один маркер. То есть вот таким образом у нас формируется рукавчик. Вот. Вяжем до следующего маркера. И точно таким же образом мы формируем наш рукавчик. Довязываем с вами до конца. И теперь я расскажу, каким образом мы работаем дальше. Дальше мы вяжем, продолжаем наше вязание поворотными рядами. И мы с вами встретимся через 9 рядов. Почему через 9? У меня от одной петли до второй петли провязано 12 рядов. Здесь мы провязали уже 3. То есть для следующей петельки мы провязываем еще 9 рядов, чтобы мы смогли сформировать следующую петелечку. Встречаемся через 9 рядов. Я довязала еще 9 рядов. Теперь в этом ряду мы будем делать отверстие для пуговички. Сколько сантиметров мы еще будем вязать? Для этого обратимся опять к нашей схеме. Итак, что у нас здесь предлагают? У нас схема говорит, что у нас длина самого комбинезона будет 48 сантиметров и 15 сантиметров у нас будут ножки. И вот эта вот планочка для пуговиц у нас будет 26 сантиметров. Но я бы хотела немножечко ее продлить. То есть 48 минус 15 это получается у нас вот это расстояние до того момента, когда мы начнем вязать в комбинезоне ножки, у нас будет 33 сантиметра.
То есть вот это расстояние будет 33 сантиметра. Я хочу провязать не 26 сантиметров, вот эту вот планочку для пуговиц, а 30. Чуть-чуть длиннее, потому что знаю по своему опыту, что так будет комбинезон надевать удобнее. То есть смотрите, что мы делаем. Я вам сейчас покажу, как мы будем делать пуговички. И после этого вяжем до тех пор, пока у нас расстояние вот это не будет 30 сантиметров. То есть смотрите, напомню вам, как мы делаем. У нас отверстие для пуговиц. Раз. Вот подняли. Первая петля подъема. Во вторую петлю. И в третью делаем столбики без накида. Далее делаем 2 воздушные петли. Здесь 2 петли пропускаем. В третью делаем столбик без накида. И таким же образом провязываем до конца ряда. И поворотными рядами продолжаем вязание, продолжаем делать отверстия для наших пуговиц и встречаемся с вами, когда провяжем 30 сантиметров полотна. То есть, когда у нас комбинезон будет 30 сантиметров. Я провязала 30 сантиметров. По ходу еще были сделаны 2 петелечки. Что теперь делаем дальше? Теперь мы будем обвязывать вот таким вот образом по краю наш комбинезончик. То есть вот я провязала. Провязываем обычными столбиками без накида. Здесь, в принципе, можно накид не делать. Можно в эту же петелечку сделать еще 2. И в каждое отверстие хотя я бы советовала не в каждое отверстие, а в каждое третье пропускать. То есть вот здесь мы должны были сделать столбик с одним накидом, но мы его пропускаем. Для чего это делаем? Из моего личного опыта могу сказать, что если делать в каждый столбик, будет сильно растянуто. То есть мы сделали 2, третий пропускаем. 1, 2, третий пропускаем. 2, третий пропускаем. Получается очень красивый ровный ряд. Если бы мы делали в каждую, было бы, ну скажем так, немножко растянуто. Если вы сделаете, вы увидите. Так, 1, 2 и третий пропускаем. Когда мы довязываем, будем вязать вот здесь, мы будем здесь делать в каждую петелечку. То есть здесь мы именно пропускаем каждую третью, когда вяжем планочку нашу. Она немножко тянется, а таким образом она будет иметь какую-то форму. Провяжем до конца. Давайте провяжем вот эту часть, а здесь я покажу. Я провязала. В принципе, даже видно, что она все равно тянется немножко, то есть как бы туго не будет. Дошли мы до угла. Вот смотрите, это у нас была самая-самая наша первая петля. И вот аккуратненько делаем здесь 3 столбика. Можно даже немножечко вот так зайти, чтобы не было сильно большого отверстия. Почему 3? Это как бы дает возможность сделать такой красивый уголочек. И вот в этом, когда мы будем вязать вокруг горла, здесь мы делаем в каждую петелечку. Без пропусков. То есть здесь мы делаем в каждую, а вот здесь, где планочка, тоже делаем с пропусками. И встретимся уже в конце. Итак, ряд провязан. И вот если вы обратите внимание, тут получается, когда я вязала, у нас столбики с одним накидом вот здесь. Внутри были лицевой стороной. Чтобы было красиво
с краешку, я предлагаю сделать еще один ряд столбиков с одним накидом по всему периметру. Сейчас мы его провяжем, и причем, что вот здесь увеличивать количество петель не надо, то есть вот по логике мы должны были здесь опять сделать увеличение и в этом уголке сделать 3 столбика без накидов, но здесь их делать не надо. Просто по одному по всему периметру пройдемся еще разок и встретимся, когда я провяжу этот ряд. Провязала второй ряд столбиков без накида и пошла дальше, чтобы уже не терять время. Вот когда дошла до угла, здесь в эту петелечку сделала 3 столбика в одну петлю, пошла дальше, и вот теперь покажу, что мы будем делать. Во-первых, надо выровнять изделие. Выравниваем его обязательно. И теперь обращу ваше внимание, мы должны соединить. Мы должны вот соединить, то есть провязываем На мой взгляд, так будет аккуратней. И вот это вот у нас первая петелечка. Аккуратно. Все, мы закрепили. То есть, смотрите, наш комбинезончик будет открываться. Что мы делаем дальше? Я бы советовала здесь продолжать вязание. Здесь поставить маркер в виде ниточки и вязать по кругу 3 сантиметра. То есть вот здесь мы поставим маркер. Почему вязать по кругу? Не делать соединительный шов, чтобы этот шов не был виден. Итак, провязываем 3 сантиметра и встречаемся с вами. Я провязала здесь 3 сантиметра. Что я сделала после этого? Количество петель, которые у нас здесь получились, я поделила поровну. У меня получилось по 38 петель на каждую штанину. Но это у меня так получилось. Я вам посоветую поделить аккуратненько вот так комбинезончик, выровнять пополам, поделить количество петель. И
очень важно, чтобы ровно легла штанина наша будущая. Теперь как мы будем вязать? Хочу обратить ваше внимание, что маркер, вот маркер мой, обратите внимание, как он у нас неровно ложится. Поэтому я советую здесь делать круговое вязание, то есть вязать по кругу. Круг у нас не замыкается, чтобы шва не было видно, иначе у нас был бы шов некрасивый, и он шел бы по всему периметру штанины. Что еще? У нас немножко отличается вот этот узор от этого, потому что здесь мы вяжем по кругу, а вот в этой части мы вязали поворотными рядами. То есть разворачивали вязание и вязали дальше, чтобы не обрывать нить. И еще кое-что. По поводу наших мерок. Здесь вот в нашей схеме указано, что надо сделать 15 сантиметров. Но я сделаю чуть-чуть побольше, чтобы можно было штанину подогнуть. Это во-первых. Во-вторых, я посмотрела еще мерки в интернете и советую делать штанину длиннее. Я вам сейчас покажу, сколько сантиметров у меня штанина. Напомню, что комбинезон рассчитан на ребеночка до 3 месяцев. И у нас штанина получается, я сделала 20 сантиметров вместо 15, чуть-чуть больше сделала. Теперь как мы будем вязать? Можем начать с серединки. Раньше я делала петелечку, да, с узелочком и начинала вязание, но очень часто это очень грубо смотрится, поэтому сейчас я делаю так. Вы можете делать первую петлю, но я просто беру ниточку, не делаю узелка, и потом ниточку ввязываю. То есть ниточку по ходу вязания прячем. Вот тут я хочу обратить ваше внимание. У нас осталась одна петля и первая петля, которую мы пропустили. Что мы делаем? Эти 2 петли мы провязываем вместе. Почему? Сейчас я покажу. Вот, допустим, вы не хотите так провязывать. И вяжем их отдельно. И у вас получится, здесь сразу незаметно, но дальше будет видно здесь отверстие между ножек. Чтобы его избежать, надо эти 2 петли провязать вместе. То есть я поделила, у меня получается по 38 петель на каждую штанину, здесь их будет 37.
Вот это у нас здесь была первая петля. Вот видите, захватить ее сложно, можно сделать таким вот образом, провязать. Вот так. И дальше мы идем. Продолжаем вязание по кругу, то есть не замыкаем, а продолжаем вязать. Предварительно сюда надо будет поставить маркер. И продолжаем наше вязание. В каждом последующем ряду маркер будем перекидывать. Так надо будет провязать 4 ряда. То есть один ряд мы провязали, это второй. Еще 2 ряда и встретимся с вами в 5 ряду. То есть вяжем по кругу и в 5 ряду увидим. Я провязала 1, 2, 3, 4. Здесь очень удобно считать. 4 ряда. Перекидываем маркер и продолжаем вязание. И сейчас я покажу, как мы будем делать убавки. Первую петлю мы провязываем. Следующие 2 мы должны сделать убавочки. За первую полупетельку берем и во втором столбике тоже за первую полупетлю протягиваем нитку и провязываем. Мы сделали убавку. Убавки я делаю в каждом 5 ряду. Это у нас 5 ряд. Следующая убавка у меня будет в 10 ряду. И таким вот образом вяжем. Продолжаем вязать по кругу, перекидываем маркер и встретимся с вами в 35 ряду. Я провязала не 35 рядов, а 36. То есть вот следующий ряд у нас должен быть 37. И что еще хочу сказать, что в 35 ряду я не делала убавку, потому что мне показалось, что здесь и так уже достаточно узкая штанина, и я ее решила так и оставить, не уменьшать. А вы уже смотрите сами. Что мы делаем дальше? Я хочу показать обвязку, которую я делаю. Такой вид обвязки называется рачий шаг. Сейчас я вам покажу, как его делать. Во-первых, я хочу закрыть этот рядок. То есть смотрите, что мы делаем. Закрываем. Далее делаем соединительную первую петлю подъема и в обратном направлении начинаем вязание. То есть вводим петлю, вводим крючок в петлю и провязываем. Еще раз придерживаем. Вот эту петелечку вводим крючок и провязываем. Таким образом провязываем до самого конца. Это была у нас последняя петелечка. Все, нитку отрезаем и прячем. Наша штанина готова. Вот. Теперь приступим к рукаву. Аналогичным образом мы обвязываем. Что бы я вам посоветовала? Я бы посоветовала запоминать, сколько у вас было петель. Ну, разные бывают случаи. В том рукаве, который я связала, я провязала 33 петли. То есть обвязываем.
Вот если вы обратите здесь внимание, если мы вот просто сделаем петельку, здесь получится такое отверстие. Лучше захватить вот таким вот образом. И вот последнюю 33-ю провязываем сюда. И далее опять идем по кругу, ставив маркер. Точно так же делаем, как и штанину. Я делала убавки каждые 5 петель. Вы вяжете до нужной вам длины, такой, который вы посчитаете нужной. Я провязывала вот в этом рукаве 22 ряда, и 23 был обвязка. То есть вы можете сделать, как я, можете сделать как-то по-другому, как посчитаете нужно. Я довязала рукава, довязала штанины, и вот получился такой комбинезон, пришила пуговки. Желаю вам ровных петелек, надеюсь, что у вас все получится. Делитесь своими результатами в моих социальных сетях, ссылочка ниже. И также отмечайте свои работы хэштегом «Вяжу с Инессой». Мне будет очень интересно посмотреть на них, и самые лучшие я опубликую в своем блоге. Спасибо за внимание и всего хорошего. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе новых мастер-классов.